Да, блядь, машину, сука. Это я что, на Феррари езжу? Всем доброе утро! Сегодня мы с вами продолжим отрабатывать дикцию и будем учиться говорить выразительно и эмоционально. Повторите пока свои монологи, я сейчас вернусь. Я могу вам чем-то помочь? Не думаю. Я просто наблюдаю. Во время занятий посторонним нельзя находиться в зале. Ты считаешь меня посторонним человеком? Я, если ты не забыла, владею этим зданием и могу находиться где угодно и когда угодно. Но это не значит, что вам можно отвлекать детей от занятий. Отвлекать? О чем идет речь? Пожалуй, приступим. Доброе утро, мистер Уайт. Я очень рад, что вы откликнулись на мое предложение о съемке. Да, я решил, что нужно помогать начинающим фотографам. Так какая тема фотосессии? Знаете, сейчас очень популярный нестандартный внешний вид. Это привлекает очень много внимания. Поэтому мы решили не отставать от трендов и сделать съемку в стиле футуризма. Ого, это что-то новенькое. Да, и именно поэтому эта тема нас заинтересовала. И вы должны понимать, что футуризм это довольно нестандартное направление в искусстве, и зачастую в нем встречаются очень необычные костюмы. И мы, если честно, очень удивлены, что вы решили откликнуться именно нам. Значит, вы смелый человек, который не боится примерять на себе нестандартные образы. Ну да, я такой. Поэтому мы думаем, что этот костюм должен вам понравиться. Он будет отлично подчеркивать вашу фигуру. Мне такое нравится. Давайте, показывайте уже, что вы там мне приготовили. В общем, вот, этот костюм будет отлично на вас смотреться. Мистер Уайт? Да, слушайте, вы уверены, что этот костюм именно для меня? Ну, да, конечно. А что, вас что-то не устраивает? Да, вроде нет. Просто он выглядит очень нестандартно, мягко говоря. Да, я тоже считаю, что это произведение искусства. Наши костюмеры отлично постарались. Ага, молодцы. Приходите еще в кафе «Конфетный мир». Эй, чувак, мне нужен не кринжовый вайбовый напиток, чтобы почилить. Повторите. Вы хотите напиток из крыжовника? Ну камон, чел, да ты рофлишь. Простите, я вас не особо понимаю. Чел, ты реально не шаришь за вайбовые напитки? Ты хочешь, чтобы я тебя зарепортил? Что бы это ни значило, я сомневаюсь в том, что это поможет решить наше недопонимание. Чел, давай фастом. Мой краш ждет меня на выходе. Нам пора ехать на чил. Ой, чувак, ты кринжовый. Позови кого-нибудь из тех, кто шарит. Хорошо, подождите секунду. Добрый день, чем могу помочь? Ваш чел не шарит за вайбовые коктейли. Он мне предлагает какой-то крыжовник. Вам нужен напиток для чила или для рейва? Чил, чувак, рейв был вчера. Понял. Принеси ванильный коктейль с шоколадной глазурью. А что там с крошем? Че сказал про моего крэша? Не обращайте внимания, это он так, рофли. А краш у вас хайповый. Неси 2 коктейля. Спасибо, чел. А ты учись разговаривать, бумер. Тебя забулили.
Возможно, эти каникулы действительно были испорчены, поскольку крутить педали целыми днями – это задача не из легких. Но я ни о чем не жалел. Поездки по всему городу расслабляли меня. Я наблюдал за прохожими, их действиями, думал о своем и ни о чем не парился, кроме того, чтобы вовремя привезти еду клиенту. Теперь я знаю, каково быть настоящим доставщиком. Жизнь во дворце, конечно, прекрасная, но за стенами замка остались мои друзья. Я не могу их бросить. Тогда я пойду с тобой. А как же твой отец? Отец всегда запрещал мне дружить с другими детьми из королевства. Говорил, что они... Что они недостойны меня. Что они недостойны меня. И мне следует уделять больше внимания учебе. Стоп. Одри, почему ты не выучила текст? Я учила, но эти дурацкие слова слишком сложные. Я не могу их запомнить. Ты зрителям в зале то же самое будешь говорить? Нет, извините. Еще раз, сначала. А ты не подсказывай. Жизнь во дворце, конечно, прекрасная, но за стенами замка остались мои друзья, и я не могу их бросить. Тогда я пойду с тобой. А как же твой отец? Отец всегда запрещал мне дружить с другими детьми из королевства. Говорил, что они недостойны меня. И мне следует уделять больше внимания учебе. Он никогда меня не понимал, поэтому... Сделаем небольшой перерыв. Одри, что происходит? Ты сорвала нам репетицию. У меня никогда ничего не получается. Даже эта реплика. Я никчемная. Тише, тише, успокойся. Если у тебя что-то не получается, это не значит, что ты никчемная. Но у остальных же получается запоминать большие тексты. А у меня нет. Помнишь, когда ты впервые пришла к нам? Ты ведь тогда даже разговаривать на сцене боялась, но ты это переборола. Это совсем другое. Ты не замечаешь своего прогресса, даже самого маленького, а все потому, что сравниваешь себя с другими. Ну да, кому-то проще вспоминать большие реплики, а тебе нет. Но это не повод, чтобы опускать руки, а наоборот, это повод бросить вызов самой себе. Знаешь, моя мама мне однажды сказала, что главным твоим соперником должна быть только ты. Ты должна смотреть не на кого-то другого, а только на себя, чтобы каждый раз становиться лучше и лучше. Понимаешь? Давай ты сейчас отдохнешь, и через 5 минут мы попробуем снова. Всем привет. О, Лео, как твой первый день в роли курьера? Очень даже неплохо. Льюис? Ты сегодня точно на фотосессии был? Твою мать. Боюсь спросить, что за тема фотосессии у вас там была? Футуризм. Ты в этом уверен? Я уже уточнял, не перепутали ли они костюмы, но нет. Оказывается, именно так выглядит трендовый костюм в 21 веке. Да его потошили под тебя. Заткнись. Ладно, пойду пока скажу себе чего-нибудь. Что? Еще одну фотку выложили? Я зашел в комментарии. О боже. А можно фул? Вот это мне тоже понравилось. Походу, Льюис не на той платформе работает. Мать, Картер, заткнись! Все, успокойся. Урода, блять. Да ладно, не парься, уже через пару дней эти фотки будут во всех журналах Америки. Ну что, Картер уже насмотрелся на твои голые фотки? Они не голые. И не смотрел я ни на что, просто пробежался взглядом. Да ладно, я шучу. А как там Рэйчел? Все еще обижается на тебя? Нет, она даже извинилась передо мной на следующее утро. Ого, быстро она отошла. Кстати, по поводу Рэйчел. Это, конечно, не мое дело, но у вас с ней все в порядке? В смысле? Ну, я как на вас не посмотрю, вы постоянно собачитесь. Вам только повод, да, и вы поссоритесь. О чем ты говоришь? Да ладно. Лео, подтверди.
Ну, я не настолько часто с вами вижусь, но исходя из этих 2 дней, то вы ссорились уже раза 3. Да мы не ссоримся, просто периодически спорим. Если у вас такие споры, то не представляю, какие у вас ссоры. А кто ты по знаку зодиака? Что? К чему это? Пока я был в разъездах, я увлекся астрологией. Занимательная штука. Так кто ты по знаку зодиака? Ну, Овен. А Рэйчел? Не знаю, у нее день рождения 6 июня. Сейчас погуглю какой-то знак. Близнецы. Что? Ну да, может, чересчур увлекся, ну не суть. Ты представитель огненной стихии, она воздушной. Как бы так сформулировать? Ну? В общем, у вас все сложно. Вы похожи по характеру, хорошо понимаете друг друга, и ваши отношения очень продуктивные. Но вы быстро угасаете. В смысле? Ну, я к тому, что любовь огненных и воздушных знаков длится недолго. Ну, вы быстро сходитесь, но и быстро остываете. И в конечном итоге просто выносите друг другу мозги. Вы же с Рэйчел вместе уже около полугода, да? Уже почти год. Ну, может, протянете еще месяц 3, не больше. Бред. Как вообще по твоим этим зодиакам можно определить, как долго люди будут в отношениях? Это все, конечно, не 100% вероятность, но во многом из того, что я сказал, есть правда. Ну, если объективно оценивать слова Льюиса, то вы же действительно быстро сошлись. Сколько вы были знакомы до того, как начали отношения? 2-3 недели? Ну, около того. Ну вот, вы сразу же вместе определили то, чем вы хотите заниматься, вместе перестроили театр и вместе открыли школу. Вспомни, разве в начале ваших отношений у вас были такие ссоры? Окей, споры. Они ведь появились относительно недавно. Тебе не кажется, что это что-то да значит? Я лучше поеду. Мне пора домой. Вот, блин. А если они после этого расстанутся? Нашей вины в этом нет. Мы просто рассказали о недостоверных предсказаниях знаков зодиака. А у тебя есть карты Таро? Я буквально вчера их заказал. Рэйчел? Да? Ого, какой большой букет. По какому поводу? Да, просто так. Давно тебя не баловал. А это что? У нас сегодня день взаимных подарков? Да я подумала, мы давно с тобой времени проводили вместе, поэтому решила устроить нам такой скромный ужин. Мой руки и садись, а я пока поставлю цветы в вазу. Как прошел день? Сегодня я осознал, насколько я стал старым человеком. В смысле? Приходит какой-то парень, лет 16, и начинает затирать мне про какой-то коктейль крыжа. Ну я уточняю, вам коктейль с крыжовником? Он закатывает глаза и смотрит на меня, как на дурачка. Ну потом я, выхожу из машины, и вот у меня такое желание врезать ему как можно сильнее. Потом я присматриваюсь и вижу, как в машине сидят 4 амбала. Затем разворачиваюсь и быстро уезжаю. Я что-то совсем заговорился. Да, все нормально. Как прошел твой день? Мой? Ну, да, а что? Да я просто не привыкла, что ты интересуешься моей жизнью. Да, прости. Я совсем не уделяю тебе внимания, это моя вина. Да нет, не переживай, все хорошо. Так, что нового? Сегодня на репетиции Одри забыла текст и расплакалась. Я попыталась объяснить ей, что это не то, о чем нужно переживать. О, и что теперь? Я думаю, она больше не захочет ходить к нам. Может, мне стоит с ней поговорить? Нет, не думаю. Я сама с этим разберусь. Кстати, хотел спросить, ты веришь в знаки зодиака? К чему такие вопросы? Да, просто стало интересно. Ну, честно говоря, не особо. Ну и хорошо. Эй. Ты какой-то опечаленный сегодня. Что-то случилось? Ну... Ладно, неважно.
Не хочу нагружать тебя своими проблемами. Да ладно, все нормально. Если хочешь выговориться, я не против. Ну, сегодня мне позвонил мой агент и сказал, что мне предложили главную роль в новом фильме. Так это же здорово. Да, наверное. Но проблема в том, что нужно вылетать уже через пару дней. И что? Я не хочу бросать вас всех. Особенно в такой период, учитывая, что я уже не приезжал несколько раз на наши встречи. Я переживаю, что когда-нибудь мы просто перестанем видеться и все. Я думал, что смогу завести много друзей там, в кино, но было так глупо в это верить. Их всех интересуют только деньги и собственная репутация. Знаешь, вы ведь мои единственные друзья. Больше у меня никого нет. О, я... Знаешь, неважно. Прости, я нагрузил тебя. Забей. Я тоже боюсь, что мы больше не встретимся. Перестанем собираться на такие вечеринки, проводить время вместе и просто разбежимся. Но я стараюсь игнорировать эти мысли. Конечно, это получается не всегда, но это хотя бы немного отвлекает. И что будет потом? Я останусь совсем один? На кой черт мне нужны эти деньги и вся эта слава, если я не буду счастлив? Я не знаю, никто не знает. Но сейчас это не то, о чем мы должны переживать. На кону судьба театра и работа всей жизни мистера Бейкера. Сейчас мы должны думать об этом. Ну да. Сентября в Лос-Анджелесе начнется мировой тур восходящих... Слушай, раз у нас такой день, может, сходим куда-нибудь? В клуб, например? О, Рэйчел, я бы с радостью, но я дико устал сегодня на работе. Тем более, мы же уже провели с тобой отличный вечер. Да, ты, наверное, действительно сильно устал. Ладно, Ты можешь позвать парней, я думаю, они будут только за. ладно. Вижу по глазам, что вам срочно нужно выпить наш коктейль «Атомное веселье», который гарантирует вам стопроцентный заряд веселья и радости на всю оставшуюся ночь. Оу, нет, спасибо. Постойте, отказавшись, вы упускаете очень много акций, которые действуют в нашем клубе только в эту ночь. Пожалуйста, отойдите, я хочу пройти. Наш клуб дарит бесплатные коктейли новым посетителям, а также дает скидку на первые 2 заказа. Меня это не интересует. Да ладно, вы же здесь как раз ради отдыха. Я же сказала, что меня это не интересует. Ну зайдите буквально на 10 минут, это ведь не займет много времени. Мне очень нужно привести 10 человек за сегодня. Если я этого не сделаю, мне не выдадут зарплату. Мне срочно нужно платить за квартиру, иначе меня выселят. Пожалуйста, вводите в мое положение. Не знаю, соврал ты мне или нет, но это будет на твоей совести. Куда идти? Спасибо. Если ты закажешь мне коктейльчик, я готов составить тебе компанию. Этот тип какой-то странный и зашуганный. Бежал, как только я к нему подсела. Ну ничего, у тебя еще целая смена впереди, чтобы кого-нибудь подцепить. Этот новенький промик совсем не справляется. Народу вообще нет. Если мы сегодня не подцепим минимум 30 человек, это будет его последний рабочий день. Парень, ты справляешься, а вот удержание клиентов у вас плохое. Вы свой плейлист слышали? Простите? У вас даже вывески на главной улице нет. Как вас люди узнавать-то будут? А пацана-то вот испугнула. Видно же, впервые в такое место пришел, а ты сразу на него налетела. Не поняла.
Подростки даже не знают о том, что девушек нужно угощать при первом знакомстве. А вот мужчина постарше уже просекли фишку, поэтому нужно делать акцент на них. Думаешь, я этого не знаю? Я на этой работе уже несколько лет. Ну, судя по тому, как ты спугнула этого парня, ты знаешь не так уж и много. Ты оборзела? Кажется, ты тут у нас эксперт. Может, тогда сама покажешь мастер-класс? Запросто. Жду тебя сегодня вечером на твоей первой смене. Мои маски человек, и лет